Мен дүткін тахалағачнар, тантахамдан хотьсан джевена, тахот хулунтовче тюке халяджанет. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Хотьсан Дже, вы смотрите «Путешествие еды». «Путешествие еды» – это проект о культурном наследии айратской этнической общности и калмыцкого народа в частности. Точнее говоря, это проект о части культуры, о нашем кулинарном наследии. Мы будем рассматривать в основном два вопроса – историю национальной кухни и способы приготовления пищи. Сегодня вы узнаете об одном из известнейших блюд калмыцкой, айратской или шире монгольской кухни – о молочном чае. Этот вариант чая отличается от принятого в Китае и Европе главным образом тем, что в него добавляют молоко и соль. У всех современных народов, которые включают чай в свою кухню, чай наделяется сакральными свойствами. Считается душой народа. Это удивительно, потому что у большинства современных народов этот напиток появился достаточно поздно по историческим меркам. Родиной чая является юго-западный Китай и прилегающие районы Верхней Бирмы и Северного Вьетнама. Само слово «чай» попало в русский язык через монгольские из северокитайского «ча», а в Западную Европу из южнокитайского «тэ». В начале первого тысячелетия чай был известен лишь в Южном Китае, а начало его возделывания относят к 350 году. В начале чай использовали лишь правители и священнослужители, либо в качестве целебного питья, которое снимает усталость, укрепляет силы зрения, либо в составе мазей, например, от ревматизма. В V веке его стали использовать как напиток. Чай ценился очень высоко, императоры дарили его своим сановникам. В VI веке это уже любимый напиток знати, а к X веку это национальный напиток в Китае и предмет торговли. С 8 по X века, получив признание в буддизме в качестве священного напитка, чай распространяется на остальную часть современного Китая, в Тибет и Японию и становится предметом экспорта. Во втором тысячелетии нашей эры он проникает в другие страны Азии, сначала в регионы распространения буддизма, затем христианства и ислама. Считается, что к монголам чай попал как минимум с эпохи китайской династии Сун, когда в начале XII века в плен кочевникам попал император Хуйцзун, автор знаменитого в Китае трактата о чае. Считается, что именно при дворе этого императора возникла та утонченная чайная церемония, которую переняли и поныне практикуют японцы. С эпохи завоевания всего Китая армией Чингисхана чай прочно поселился и в монгольской кухне. Хотя считается, что чай попал к монголам с XII века, он вполне мог быть известен их предкам задолго до этого периода. Как бы то ни было, попав в северные степи, китайский чай изменился и стал монгольским. В него стали добавлять молоко и соль. Ныне такой вариант чая предпочитают граждане современной Монголии, калмыки, буряты, алтайцы, тувинцы, тибетцы и население гималайских регионов Индии, Кашмира и Непала. В этих регионах существуют свои варианты приготовления чая. Раскрошенный чай кладут в кипящую воду, добавляют молоко, соль, сливочное масло, иногда туда добавляют сало бараньего курдюка, костный мозг барана, сухое вяленое мясо или пельмени, иногда добавляют поджаренную на сливочном масле или животном жире белую муку, иногда мускатный орех в масле. Существует два способа употребления этого чая, как напитка с молоком и солью и как еды. С сухим жареным просом, маслом и курдючным салом. Чаепитие у буддийских народов – это непременный атрибут религиозных ритуалов. В Европу чай из Китая привезли португальцы в 1517 году. В 1610 году чай по торговым путям попал в Голландию. А в 1664 супруга английского короля становится португальской принцессой, с которой обычай чаепития пришел в Англию. Оттуда новая английская мода стала распространяться в Европу, сначала при монарших дворах, потом среди горожан, а потом повсеместно. Торговля чаем стала важным политическим инструментом. Именно из-за торговых пошлин на чай в 1773 году произошло так называемое бостонское чаепитие, с которого началась война Великобритании со своими североамериканскими колониями, что, как известно, закончилось образованием США. Пути распространения чая по Евразии были разными. В Афганистан и Индию чай попадал двумя путями. С севера шел вариант с солью, молоком и маслом. Этот вариант распространен в Северном Афганистане. Из Южной Азии шел чай с ароматическими добавками, специями, косточками фруктов, а также экзотические варианты с перцем, виноградом и прочие.
Эти варианты распространены в Персии, Индии и Южном Афганистане. О распространении чая в Северной Евразии вам расскажет этнолог, доктор исторических наук Сергей Абашин. В России чай появляется тоже в 17 веке, как и в Британии. Это тоже факт зафиксирован исторически. Мы знаем, что первую порцию этого растения впервые привез в 1638 году посол Василий Старков, который он получил в подарок от одного из айратских правителей. Это растение, попав в Москву, тоже стало чрезвычайно популярным. Сначала при дворе московского монарха, потом в Москве, в столице, да, потом среди горожан других регионов Московского царства. А постепенно этот напиток уже, по мере того, как он дешевел, он распространялся уже и среди сельского населения, и уже в XIX веке он стал народным российским напитком. Да, и, причем не только, допустим, для русского населения, но и для татар. Примерно была такая же схема распространения или такая же история распространения чая. У истории распространения чая в Средней Азии есть своя специфика. Видимо, первоначально чай распространялся в регионе опять же, через западных монголов, через айратов, которые были в тесных взаимоотношениях со Средней Азией. Это были торговые отношения, это были дипломатические отношения, это были, конечно, военные отношения, потому что в 17 и 18 веках айрады довольно интенсивно вели захватнические завоевательные войны в этом регионе. И здесь было, конечно, такое сложное и в то же время тесное взаимодействие местного населения и западных монголов. И, видимо, первоначально в Средней Азии распространялась мода именно на чай с молоком, с солью и с различными видами масла и жира. Это блюдо оказывалось в Средней Азии двумя путями. Первый путь – это когда в результате военных действий часть западных монголов, джунгар, айратов оказывалась пленниками, рабами в Средней Азии. Они принимали ислам и становились важной частью местной элиты. Почему местной элиты? Да, это тоже интересный вопрос. Да, как рабы становятся элитой? Дело в том, что рабы составляли важную часть военной силы местных монархов, бухарских эмиров, бухарских ханов или хивинских ханов. Из рабов составлялись отряды, которые были верными и которые служили местным монархам. И, собственно говоря, это были не просто военные, это были военные, которые жили при дворе, были близки к дворам, царским дворам, ханским дворам, да, и которые, соответственно, и распространяли в этой среде свои собственные привычки, в том числе свои вкусы, вкусовые какие-то привычки и предпочтения, в том числе этот вид чая в Средней Азии, известный как шур-чай. Это персидское слово, которое означает соленый чай. Второй путь распространения, это когда в середине 18 века джунгарское ханство было разгромлено китайцами, и значительная часть западных монголов мигрировала в Среднюю Азию и частично в Афганистан. Там они принимали ислам, и там они постепенно ассимилировались среди местного населения. Мы, собственно говоря, среди узбеков, казахов, киргизов находим целые группы, которые по происхождению своему являются западно-монгольскими группами, уже отюреченными или принявшими местные языки, местные какие-то культурные традиции. Но, конечно, вместе с миграцией этого айратского населения, джунгарского, или как их называли в Средней Азии, калмаки,
с их миграцией, происходила миграция и пищи, еды, в том числе чая, вот этого чая с солью, с молоком и с жиром. Другой волной, которая распространяла, опять же, привычку к чаю, была волна переселения, миграции уйгуров. Уйгуры — это население нынешнего Синьцзяна, западной части Китая, которая в 17-18 веках входила в состав. Если среднеазиатские ханства были такими автономными или полуавтономными от джунгарского ханства, то уйгуры входили в состав джунгарского ханства, были частью этого джунгарского ханства и наиболее тесным образом взаимодействовали с айрадами. Да, и, соответственно, взаимодействовали и перенимали их вкусовые какие-то пищевые предпочтения. А потом, когда в 18-19 веке, опять же, из-за китайской экспансии в эту часть, в этот регион, значительная часть уйгуров мигрировала уже в Среднюю Азию, в Ферганскую долину, в Ташкент. Они тоже с собой все эти привычки к чаю распространяли в этом регионе. Часть западных монголов оказывается в 17 веке на территории нынешней России. Это Южный Урал, Поволжье, Северное Прикаспие. Здесь мы знаем эту группу населения сегодня как калмыки. Это тоже были айрады, группа айрадов, западных монголов, которая ушла далеко на запад и поселилась вот на нынешней территории Южной России, где они составляли значительную военную силу и где они значительную демографическую силу и значительную культурную силу, где они взаимодействовали с остальными местными народами, с тюрками, с народами Северного Кавказа, дагестанцами и так далее. И благодаря калмыкам в этом ареале Северного Черноморья, Южного Урала и Северного Кавказа чай тоже становится популярным напитком или популярной едой. И опять же, что интересно, особенно популярным становится вот это блюдо, в котором смешивались молоко, чай и масло или разные виды жира. И в этом регионе этот чай получил название калмыцкого чая, и он под таким названием известен, и стал уже довольно популярной местной пищей. И многие местные народы, например, нагайцы, приняли его уже как свое собственное народное блюдо, сегодня которое уже считается национальным блюдом. Создание уже больших колониальных империй заново переформатировало значение и чая в том числе. Если раньше чай поступал в Европу, в Россию или в Средней Азии через морскими путями, как мы понимаем, да, сложными морскими путями, либо континентальными путями, которые шли через Южную Сибирь, Урал и дальше в Россию, и дальше в какие-то другие регионы, уже Европу, или через Среднюю Азию, через Ферганскую долину, Ташкент, и уже, опять же, на север, или в Персию. Да, вот это были основные континентальные пути, которые контролировались отчасти китайцами. Какое-то время они контролировались западными монголами, айрадами, как мы понимаем, да. И этот контроль был важной частью дипломатических, политических и военных отношений в этом регионе. Да. Те, кто контролировал пути этой торговли, в том числе торговли чаем, они получали выгоды от продажи этих товаров, от пошлин, и борьба за эти пошлины, за эти торговые пути была важной частью уже в XIX веке распространения власти Российской империи на эти регионы. Российская империя потихоньку продвигалась в ту же Среднюю Азию или в Сибирь для того, чтобы контролировать эти пути. Продвигалась до тех пор, пока не столкнулась
с Китайской империей. В XIX веке происходит существенное изменение этой ситуации. В рамках империй, Британской империи, Российской империи, возникают уже новые торговые пути. Чтобы избавиться от китайской монополии, например, Британская империя создает в своих колониях новые чайные плантации. Ну, известные прежде всего в Британской Индии, Шри-Ланке, ну, видимо, в других регионах. Они таким образом избавляются, вот как я сказал, от китайской монополии на чай и, соответственно, резко удешевляют этот товар, делают его более доступным, более удобным для транспортировки, для употребления и так далее. И, собственно говоря, благодаря вот этим новым местам производства чая, чай превращается, как я сказал, уже из элитного напитка, дорогого напитка, малодоступного напитка, да, который приезжает откуда-то, привозится откуда-то из Китая. Он уже превращается в свой дешевый, доступный для населения напиток. Похожие процессы происходят в Российской империи. Может быть, не в таком масштабе, но происходит. И Российская империя тоже пытается каким-то образом избавиться от китайской монополии на чай и создает свое собственное производство чая, ну, на Южном Кавказе, в Грузии. И этот чай, грузинский чай, как мы его знаем, тоже становится популярным в России, товаром доступным, дешевым. И благодаря грузинскому чаю, в общем, чай тоже становится народным напитком. И в эпохе сложных отношениях с Китаем, когда граница закрывалась и торговля уменьшалась, грузинский чай становился, ну, таким важной заменой китайского чая. И в ряде случаев, у тех же калмыков, грузинский чай, собственно говоря, вытеснял китайский чай и становился основным видом чая. Конечно, в Россию поступал чай и уже из Европы, да, из Британии, индийский так называемый чай, то есть уже торговые пути изменились, и настолько, что не Средняя Азия поставляла из Китая чай в Россию, а уже сама Россия поставляла индийский чай в Среднюю Азию. Мы, конечно, не могу я не упомянуть о том, что чай нам рассказывает о каких-то важных эпизодах в истории каких-то отдельных регионов. И, допустим, история западных монголов, Джунгарского ханства, калмыков, айрадов, да, она тоже тесно связана с распространением чая, ну, уже в такой, как бы, интересной, может быть, необычной для остальной части России форме, как чай с солью, молоком, маслом. И этот чай мы до сих пор встречаем на Северном Кавказе, немножко в Средней Азии, и это остатки вот тех прежних каких-то бурных исторических событий, которые происходили в этом регионе в 17-18 веках. Еще, может быть, последнее заключение по поводу истории соленого чая, чая с молоком и чая с жиром. Почему, будучи очень популярным в 17-18 веках, он постепенно исчез с карты России, карты Средней Азии, в том числе, стал менее употребляемым, менее популярным. Он сохранился только в некоторых, как специфическое блюдо только у некоторых народов. Ну, это связано с тем, как я уже говорил, что этот вид чая это был характерен прежде всего для кочевых и горных районов. Да, и по мере того, как кочевники теряли свою политическую силу, свое политическое значение, по мере того, как население, бывшие кочевники переходили к оседлому образу жизни, вот этот вид чая постепенно заменялся, ну, уже более привычными нам видами чая, когда чай пьют просто как напиток с водой, с кипяченой водой, да, иногда с сахаром.
И эти виды чая уже черного, зеленого, они заменяют вот эти прежние моды, более кочевые моды такого калорийного блюда, вытесняя их, ну, в сферу ритуальную, немножко такую, как бы, экзотическую, этническую сферу, да, каких-то национальных, таких особых блюд. Но вытесняет его из сферы таких вот народных, повседневных напитков. А сейчас мы подробнее рассмотрим современные способы приготовления калмыцкого или, говоря шире, айратского или монгольского чая. Мы находимся в доме монгольских айрат, ныне проживающих в Калмыкии. Здесь демонстрируется один из старинных способов приготовления чая с молоком. Он прост, но при этом заметно отличается от способа приготовления в современных калмыцких семьях. Halimice iyi geçenle doğrasın. Moğol çayın geçen doğrasın suyuna dökülmeyecek. Почему бушлат? Вересни цокеры.
А теперь мы видим приготовление калмыцкого чая в городских условиях. В основе это, конечно же, такой же чай с молоком и солью, однако в отличие от старого способа, современные калмыки могут добавлять туда лавровый лист и мускатный орех.
Сейчас нам демонстрируется приготовление 3 видов чая. Первый легкий вариант, когда в чай добавляется только масло. Второй вариант с жиром, шурмук. В основе это курдючный жир из хвоста овцы. В данном случае он заменен внутренним жиром семджин. И третий вариант с цампой. Цампа – это обжаренные ячменные зерна, смолотые в муку. В данном случае мы видим видоизмененный вариант, рожденный в городских условиях в наши дни. Подводя итог, следует отметить, что в отличие от других разделов истории, изучение кулинарного наследия разных народов пока еще малоизученная область. Но эта тема интересна, богата, содержательна и имеет много собственных аспектов. Изучение этих аспектов откроет еще массу любопытных фактов. Что касается чая, то его история – это часть глобальной истории. А вариант чая с молоком – это часть вклада наших предков в мировую культуру человечества. В заключение, уважаемые зрители, я прошу вас потратить немного времени и пройти небольшой опрос. Его результаты позволят продвигаться этому проекту. И это еще не все. Подписывайтесь на канал, и вы точно ничего не пропустите.